Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Ну что, мои хорошие, захотелось поработать. Ляг, поспи, и все пройдет. Угу, точно. Нам нужна подушка. Или много подушек. Или перина. Будем шить. Тем более, что и ткани нашлись подходящие. 50 оттенков серого. Это плотные мебельные ткани. Кусочки небольших размеров. Но мы все-таки смогли из них выкроить 16 квадратов размером 15 на 15 сантиметров. Сделаем предварительную раскладку. Самое главное, чтобы все детали были распределены равномерно, а уже после этого приступаем к сшиванию. Сначала соединим попарно детали в первой и второй колонках, затем в третьей и четвертой. Ткани у нас плотные, мебельные. Это очень упругая синтетика. При работе за швейной машинкой учтем эти особенности. Строчку делаем крепкой, мелкой. Закрепки обязательны. Шьем гирляндой, нитки не обрываем. Прошитые детали разворачиваем, швы расправляем на две стороны и с каждой стороны закрепляем их машинной строчкой. Сначала с одной, потом с другой. Такой способ соединения деталей будет применяться во всем изделии. Когда отшиты две колонки, соединяем их между собой. Смотрите, какая интересная конструкция у нас получается. Все готовые лоскутные ряды держатся на нитках, на соединительных швах. Это облегчает дальнейшую работу. Просто сгибаем полотно и прокладываем строчку. Сами видите, как аккуратно и красиво у нас получается. Все уголочки на месте, произошла четкая стыковка. Полотно готово. Вот здесь уже каждая мастерица придумывает сама продолжение. Можно просто пришить заднюю часть, и получится подушка или сумка-шопер. Но нам хочется почувствовать себя принцессой на горошине. А для этого что нужно? Правильно, 12 подушек, 12 перин и полкоролевства в придачу. Поэтому сначала присоединим заднюю часть, но пришивать надо с умом. Работу начинаем примерно в 2-3 сантиметров от угла. Прошиваем угол, затем все остальное. Заканчиваем строчку, прошив 4-й угол.
Выворачиваем получившийся мешок. Все расправляем и подтягиваем. Дальше мы машинной строчкой делим все полотно на длинные столбцы. Обратите внимание, мы не застрачиваем все сразу до конца. Оставляем незашитое пространство. Так нам будет легче дальше работать. А теперь наша задача заполнить наполнителем эти колонки. Но мы не сразу все набиваем, а пошагово. Сначала первый ряд подушечек. Немного отодвигаем наполнитель к дальнему краю, чтобы можно было проложить строчку на обычной бытовой швейной машинке. Все-таки мы работаем дома, не на производстве. У нас нет специального оборудования, чтобы можно было легко прошить толстые детали. Поэтому и придумали такую технологию работы. Прошили, закрепили один ряд подушечек. Переходим к следующему. Так и работаем потихоньку, пошагово. Когда мы уже подходим к работе с самыми нижними рядами, делаем следующее. Зашиваем наши колонки до конца, а открытые срезы подворачиваем внутрь и закрепляем машинной строчкой. Но внизу еще остается незашитое отверстие, через которое мы продолжим набивать дальше наши подушечки. Вы спросите, почему мы не сделали этого сразу? Потому что у нас довольно большая деталь и узкие ходы. Сложно набивать самые дальние ряды. На самом последнем этапе мы наполним набивкой оставшиеся подушечки и аккуратно, не торопясь, зашьем открытые края на швейной машинке. Получилась у нас прелестная перинка. Размер в расплющенном виде 55 на 55 сантиметров. После набивки понятно, что все стало более объемным, размер сжался. Но в качестве подушки-сидушки в автомобиль в самый раз. Или для офисного кресла. Просто замечательно. С изнаночной стороны все красиво и аккуратно. Вот так, пошагово, легко и просто мы шьем самую настоящую перину. Перина есть, а где ж мои полкоролевства? Девочки, дорогие мои, я дала вам идею, а у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Шейте, творите, вытворяйте. Подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. И обязательно подпишитесь на мой канал на Дзене, ВКонтакте и Одноклассниках. Жду вас и на Бусти. Там сейчас выкладываю все новинки и самые лучшие мастер-классы в хорошем качестве и без рекламы. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!